Здравствуйте. У меня для вас очередной кринж, который физически больно смотреть. Хотя, в этот раз в аниме мне понравилась стилистика. Перекрученные в мясо цвета и фоны с узорчиками прям, да, зашло. В остальном человеческие отношения, вместо которых лучше посмотреть видео разбора сцены в больнице на час. Да. Нет. Кстати, на Рутубе вышли два видео. Представляете, развращенные гильдии «Унеси меня на Луну». Переходите, смотрите, все круто. Особенно приколюху про Луну. Поняли? Обработали? Думаю, да. Нет? Ладно. Больше, чем пара, меньше, чем любовники. В то время как одна горемычная Акари Ватанаба загадывает желание, вторая Сиори Сакурадзака споткнулась на лестнице. Но не волнуйтесь, не печальтесь, все хорошо, приземление успешное, остальное не важно. Лучше познакомиться с остальными виновниками торжества. Главный герой Еку Индира. Единственное, что умеет, ничего. Плюс так, по мелочи играть в телефон, думать о подруге детства, воображать себе счастливую жизнь. Еще один не горемычный Минами Тензин. И вот он в школе как раз местный авторитет и любимец публики. В том числе в него влюблена та первая горемычная, а вторая горемычная это как раз подруга детства ГГ. И вроде все. Пятиглазый друг Садахару здесь так чисто для галочки. Я, кстати, тоже пятиглазый и тоже здесь для галочки. Раз со всеми познакомились, пора переходить ближе к делу. Все последнее время бедняги думают, мыслят, заняты всяческими дилеммами в голове, потому что им не повезло попасть в такую чудную школу, где в качестве практики ученики вынуждены пожить на одной площади, изображая мужа и жену. Такая, что называется, тренировка перед будущим. И чтоб вы думали, горемычному настолько не повезло, что в пару к нему попала та самая Акари, а к ее возлюбленному распределили Сиори. И кажется, все, финита ля комедия, четырехугольник, никак не перейти, не миновать, ничего не исправить. Но рано радоваться. Что? Рано печалиться, ведь именно для таких случаев с неслучайным распределением придумали бально-рейтинговую систему, в соответствии с которой, заработав целых 10 тысяч, можно сменить партнера по учебе. А значит, придется что-то делать, как-то жить, баллы из минуса выводить, и представляете, так удачно вышло, что вскоре, когда Якуин хотел тупо уйти навстречу с товарищем, не жена около двери остановила, говорит, мол, никуда не пойдет, не исполнив супружеский долг. То, что вот она бы ожидала поцелуй в щеку, это вообще не имеет значения. Ладно, извините, вру. На самом деле еще как имеет, ведь именно из-за вот этого вот всего начавшиеся горемычные начали сближаться. Следовательно, после неудачного похода в караоке с Тензином случился ужин с горемычным. Еду все оценили, с ложечки покормили, сердца у бедолаг забились, застучались, одним словом, влюбились. Другим словом, ночь. Гром гремит, молнии сверкают, значит, самое время устроить совместный просмотр фильма ужасов. Все страшные приколы нужны, потому что Акари какая-то подруга нашептала, мол, за такое дают много баллов. Спойлер, баллы действительно дали, но не за фильм, а последующее после него пребывание в объятиях, слезы, страх, тревогу, растерянность и прочие отрицательные качества, которые супруги должны вместе преодолевать. В общем, все как-то так удачно получилось, что горемычный по баллам чуть ли не на верхушке рейтинга. Жаль только другая пара, с которой вроде бы без их ведома планировался обмен, находится на самом дне. То есть все так, у Сиори с Минами вообще ничего не происходит, опасения были беспочвенными. Из грустного ГГ заболел, из веселого Ватанаба ушла с подругами уминать кексы в кафе, а вместе с тем позвала, попросила Сакурадзаку проследить за самочувствием Дира. Значит, в честь лечения самое время вспомнить пару флешбеков из детства о том, как молодой когда-то тоже оказался рядом во время болезни. Вот все вроде даже завертелось, закрутилось, но вдруг в самый ответственный момент перехода в старшую школу Сиори перевелась в другое учреждение. Но и ситуация так сложилась, что при встрече никто не смог признаться ввиду собственной застенчивости. Короче говоря, он любит ее, а она любит его, но на практике так и остаются друзьями, фантазируя о несбывшихся небылицах. Лохи! Из веселого Якуин выздоровел, даже пообещал Акари помочь ей как-нибудь в сближении с Тензином, раз она вот так уже помогала. А что Ватанаба, она и знать уже не знает, кого любит больше, меньше, равно непонятно. Пора, то есть, разобраться, браться за ум, за дело и проявить все возможности интеллекта. А вот Акари решила так просто взять и спросить, что вообще нужно этим мужчинам и где лежит путь к их сердцу. Но Дзиро так и ответил, через желудок. То есть нужно сготовить обед от себя, от души, от чистого сердца, чтобы было полезно и питательно. И вот тут, понимаете, должна была быть вставка смешная, где я пишу своей вот любимой женщине, типа, вот ты знала, что вот пусть к моему сердцу лежит через желудок, а она отвечает, типа, в голосовом сообщении, иди нахуй, вот, ну как-то вот меня решили не посылать, поэтому я просто хвастаюсь, какая у меня классная, любящая жена. В итоге все готовилось, рецептура прорабатывалась, всякие советы от ГГ по части сахара отвергались, потом все составляющие в коробку собирались, сама вот она бы собралась и хотела уже было идти, как вдруг на пороге объявили, чтобы вы думали, Сиори. Принесла, смотрите, булки, а то так уж вышло, напекла для Тензина слишком много, и девать остатки некуда, не пропадать же добру. В общем, все ясно, Акари ошиблась, и таки нужно было добавлять сахар. Теперь остается только грустить, печалиться, расстраиваться, но ничего. Дзиро всегда будет готов добрым словом подбодрить, обо всем хорошем заявить, и то ли еще будет, не стоит горевать, ведь можно придумать еще что-нибудь. К несчастью, прямо здесь и сейчас вот она бы ничего лучше, чем поставить молодого в неловкое положение не придумала. А он человек простой и нарушать школьный устав не собирается, поэтому, к счастью, ничего не будет. Ну, в смысле, все, больше никаких супружеских действий ждать не стоит.
стоит. Горемычные теперь не общаются, не разговаривают и всячески игнорируют друг друга. Вон у них даже баллы успели потеряться за прошедшие недели. Благо Сиори друга детства в беде не бросит, добрым словом поддержит и на верный путь наставит. За приободряющую речь спасибо! Теперь Тадзира извинится, попросит прощения и все снова наладится, все будут жить счастливо. Но не факт, что долго. А то, что придется начинать с нуля очков, это уже так, мелочи жизни. Куда важнее, по ходу принятия извинений, Акари случайно призналась в любви. Но вроде никто не заметил. Из слухов слухи. По достоверной, никем не подтвержденной информации, Минами не хочет никаких обменов парами. Даже в случае достижения высшего ранга, то есть его полностью устраивает Сакурадзаки. Правда, это все только сплетни, и нужны хоть какие-то реальные подтверждения или опровержения. И пока Дзира никак не решается напрямую спросить у Сиори о том, как ей вообще живется и дышится, Акари уже вовсю волнуется, нервничает, сердце стучит, колотится, бьется. Ведь вон он прямо рядом, Тензин собственной персоной, а значит она до сих пор к нему что-то чувствует, ощущает чувство, понимаете? В общем, все-таки решилась и спросила, что там у Минами касательно нынешней пары. Ну а что? Ничего, его действительно все устраивает и менять чел ничего не хочет. Что до Горемычного, так он спросил. Подруга детства даже не против обмена в случае 10 тысяч баллов. Жаль, только диалог прервался, потому что, представляете, у Пятиглазого срочная информация. Он заметил невообразимое, что касается Минами и Акари. Только рассказать не получилось, потому как виновники замеченного уже тут как тут. А что было? Неважно. Спойлер, ничего не было. Пора в школу. Ладно. Кама все-таки рассказал, что видел поцелуй. Ну и все, фатальная депрессия, апатия, грусть, печаль, трагедия. Но вы-то уже знаете, ничего не было. Потому вот она бы и лежит, киснет, расстроилась, а Юкуин этого не понял. Но зато потом как понял, что на самом деле все увиденное Пятиглазым ложь и вымысел. И вся беда как раз в том, что Минами никакой взаимностью не отвечает. И вообще с Горемычным у Горемычной поцелуй был первый и единственный. Вот. Из грустного Дзира и Сиори оба хотели сделать какой-то первый шаг навстречу друг другу, но при этом оба облажались. Зато из веселого в разговорах с Акари все идет по наитию без каких-либо проблем. Он даже звезды обсудили, про имена поговорили, а вот она бы такое вообще сказала, что тоже любит ГГ. К счастью, этого опять никто не заметил. К несчастью, скоро экзамены, причем неплановые. И все потому, что в отличие от других годов обучения, в этом наблюдается совсем уж фатальное снижение успеваемости в связи с супружескими мемами и схемами. А значит все, караоке и клубы из планов Акари удаляются, встречи с друзьями отменяются, и вместо этого предстоит подготовка к грядущим тестам. И чтобы думали, математика прошла положительно. Причем настолько, что где-то рядом были еще пара потенциальных баллов в брачный рейтинг. Благо ГГ в голову ударило давление. Не благо ГГшка все никак не может избавиться от мыслей, что когда-нибудь при достижении высокого рейтинга может получиться, произойти так, что больше они с Горемычным не будут вот так жить, и все это будет в прошлом. Извиняться не буду, это не я виноват. Это авторы считают очень нужным и важным напоминать о чувствах героини каждую серию. А я считаю, что по такому поводу нужно рассказать анекдот. Прикатил как-то раз Диоген к Аристотелю и Аристотель смотрит и спрашивает: вы что-то хотели? Диоген молчит. Позвал Аристотель Платона? Диоген молчит. Позвал Аристотель Геродота? Диоген молчит. Позвал Аристотель Гиппократа? Он посмотрел на Диогена и говорит: пациент, я вам говорю слово, вы отвечаете первую аналогию, которая приходит на ум. Площадь. Спит, постановил Гиппократ. Из обидного Акари в очередной раз выдумала какую-то ерундистику, и все бы ничего вроде не изменилось. Но в отличие от вчера, зовет она Юкуина строго по фамилии. Ну, оно и ясно, обиделась, что ГГ не захотел тоже звать ее по имени. К счастью, в этот раз все быстро поняли, приняли, обработали и начали обращаться друг к другу нормально. Поздравляем! К сожалению, счастья и здоровья желать не будем, потому что беда! Сиори словила попадание во время чьей-то игры в мяч, теперь вот лежит в медпункте, отдыхает. К счастью, подруга обо всех Санта-Барбарах знает, поэтому готова помочь. И Дзира на помощь отправить. Правда, никто, в том числе молодой, не ожидал, что Сакурадзака вот так сходу начнет разговоры о любви, о чувствах, о том, какая она недотрога и не может в человеческие взаимоотношения. Но ведь все можно исправить, просто научившись соответствующему приему. Только представляете, если больная и готова с кем-то впервые поцеловаться, то это обязательно должен быть друг детства. Ведь больше никому в таком вопросе она довериться не может. Хотя не забудьте, ГГ внезапно оказался способным на первый встречный шаг. Вот только о случившемся тут же доложили Акари. То она теперь грустит. И все, просто грустит. Потому что чего еще можно было ожидать, если она изначально была лишней в истории друзей детства? Ладно, неожиданно так получилось, что Дзира уснул прямо в гостиной, наевшись ромовых конфет. А это значит правильно, нужно воспользоваться удобным случаем для создания неловкой ситуации и утренних вопросов о подробностях произошедшего прошедшим вечером. К счастью, все опасения оказались выдумками, и вот она бы всего лишь пошутила, зато теперь она точно знает, что друзья детства остались друзьями. Ну точнее как точно. О факте поцелуя, естественно, по-прежнему ничего не известно. Кстати, если вы не знали, у Акари есть
влюбились в подруги. Причем они знают вообще все, и даже вот эти влюбленности в ГГ тоже видят, понимают, и потому хотят хоть как-то помочь. Так тут еще, представляете, скоро фестиваль с фейерверками. Одним словом, повезло. Ой, то есть, простите, извините, на самом деле подруги подговорили всех прочих товарищей из общей компании на то, чтобы оставить наедине Ватанабе с Тензином. Ладно, не надо печалиться. Никаких перемен романтических линий не случится. У Минами сегодня срочная смена на работе. Простите, извините, оказывается, вот он прогуливается с Акурадзакой, а это значит все, сердце снова разбито, друзей выходит обманули, никакой работы нет, развод он идет, беда, печаль, трагедия, обидно, досадно, прискорбно. К счастью, Ватанабе так и не узнает, что кринж просто проходил мимо, а Сиори лишь помогала ему с каким-то багажом. Ну то есть учила реально работа, куда он исправно ходит, чтобы накопить копеек на учебу в университете. Так что получается, Минами уедет куда-то далеко-далеко, и значит поэтому, понимаете, сторонится всех, ведь никого не хочет расстраивать, печалить своим внезапным исчезновением, отъездом. К несчастью, вы поняли, нет? Акари ведь об этом не в курсе, оттого уже вовсю хнычет, плачет, горюет. Значит, пора позвонить Зира, он благо сразу все понял, не тупой. Тупой бы не понял и пошел утешать. Как вдруг телефон не абонент, и тут вопрос, а как же, где же найти горемычную? А, ладно, вот она, оказывается, рыдает у порога. А теперь, значит, рыдает в объятиях. Поздравим! Так супруги после еще и на балконе постояли, Юкату почти завязали, по имени друг друга назвали, и на том спасибо. Спасибо. И на том спасибо! Счастья, здоровья, семейного благополучия. Правда, после еще одного очередного якобы переломного романтической линии случая изменилось ровным счетом примерно ничего. Но разве что Акари как будто бы случайно между делом предложила Дзира встречаться, чтобы тоже став парой опередить тех, кто выше них в рейтинге. И точно только исключительно ради этого. В общем, слов много, но это все прямо точно исключительно шутливая, смешная шутка, несерьезное предложение. Из не особо, но важного. Тензин, оказывается, хочет приехать, уехать, покинуть нынешнее место пребывания от того, что когда-то безответно влюбился, а его отвергли, потому что старший брат Минами для дамы оказался более валидным примером. Оттого у кринжа с родственником недопонимание, от того, следовательно, желание глобально изменить свою жизнь. Все. Что до Сиори и ее волнения касательно вот того поцелуя с горемычным, так не стоит переживать, мыслями лишними голову забивать, что было, то было. Друзья детства опять ничего не поняли, наверное, друг о друге подумали и сошлись на верном итоге. Что было, то было, но было и было, уже прошло. Между тем лето, каникулы, но не время расслабляться. Кама чисто случайно записал товарища на подработку, туда же, к слову, поедет и Сиори. Как говорится, очередной повод, способ и вариант поставить окончательную точку в вопросе романтических отношений. К счастью, никаких точек не ожидается, не предвидится, не будет, потому что вот так удача, везение, ситуация. Акари тоже отправляется на какой-то пляж ради каких-то трудовых будней. Ой, ничего себе, вот это да, представляете, пляж тот же самый, что у горемычного, и работа идентичная, вот так везение. И здесь даже могли быть какие-то, простите, очередные еще раз попытки сближения с тех, других и третьих сторон, но вместо скипнутой самими авторами работы будет скипнутый мной пляжный эпизод. Вы, наверное, не знали, но после каждого пляжного эпизода я сажусь в пустую ванну и тихонечко плачу. А насчет спасения Акари от непонятно преследующих кого на пляже, бани, где дамы беседовали обо всем хорошем и прочей духоты, так все это не имеет никакого значения. Потому что единственное, что важно, это очередные попытки развить хоть какую-нибудь линию каких-то взаимоотношений. К сожалению, намеков ГГ никак не понимает, и купальник ему ни о чем не говорит, и все вообще так неудачно складывается, что ГГшка опять грустная, расстроенная. Как быть? Как беду избыть? Непонятно, неизвестно, неясно. Как, в общем, и чем может закончиться история пребывания в замкнутом пространстве в попытке спрятаться от посторонних глаз? А, ну да. Точно. Нужно срочно все забыть, как будто ничего не было, и переместиться в другую локацию. Ведь представляете, у горемычного случился перегрев мозга от жары. Пришлось уже звать кого-то на помощь. Кем и кто был этот кто-то, и как диалог телепортировался в коридор, осталось за кадром. Главное, все снова обернулось обоюдным нежеланием говорить о том, какой будет жизнь после завершения физичной школьной супружеской практики, и желанием побольше говорить и жить сейчас, пока, собственно, практика не закончилась. Для тех, кто не понял, поясняю амбивалентность случившегося за все время. Друзья детства, независимо от ситуации, оба не могли и не могут сделать друг другу навстречу первый шаг, то есть в их случае ничего не изменилось. И в отношении Акари Дзира тоже не может искренне заявить о своих чувствах. Зато вот сама Ватанабе по части напористости в сторону Минами была уверенной и сильной. А вот тут по части ситуации с ГГ, когда по-настоящему взаправду влюбилась, стала типа понимаете, не понимать саму себя. Все. На этом романтика закончилась. Главной героиней тайтла оказалась ГГшка. Ну типа поняли, нет, главной героиней, неважно. Простите. Из важного всем собравшимся предстоит пройти игру на смелость. Пары должны распределиться случайно, но, так и быть, Кама может профессионально подтасовать результат, чтобы Зира был Сиори, и раз друг просит, то так и быть, Акари в пару попадет Минами. К несчастью, отношения друзей детства за всю игру не продвинулись от слова совсем, потому что было страшно. Ну и вот она бы тоже было, а она еще и телефон потеряла, и с Тензином разминулась, и тут, что вы думали, горемычный отправился на поиски. И как же хорошо, какое счастье он нашел. Жаль только телефон. А ГГшку обнаружил другой потерявшийся. Не повезло.
не сложилось. Зато так положительно обернулась ситуация, что Сакуразака догнала Юкуина, поведала об успешном исходе удачных поисков, и раз такое дело хоть где-то что-то должно развиваться. Решила, представляете, поговорить о том, что нельзя оставаться друзьями детства, ведь детство уже закончилось, и вообще... поцелуй. А что-то другой пары так Минами окончательно отверг Акари. Но не стоит печалиться, не мы такие, ситуация такая, ничего не поделаешь. Кринж уже одержим безответной любовью, и потому ему негативно наблюдать, как кто-то безответно влюблен в него самого. Но, к счастью, он расслышал, Ватанабе звала Горемычного, а значит все хорошо. Нет, ничего не да, потому что у ГГшки то выходят тоже невзаимные безответные приветы. Ладно. Тензин уверен, что ситуация не безвыходная, раз в ситуации Горемычной нет прямого имеющегося конкурента. Только если говорить честно, умник успокоил, а сам ты на практике знает о том, про какую такую якобы подругу, которая влюблена в друга, рассказывала Сиори. То есть Кринж все знает. Разве что касательно второго поцелуя никто не знает, по крайней мере, пока. Из нового Акари загадала новое обновленное желание выйти замуж. Из старого Сиори, оказывается, узнала от друга, что первый поцелуй у него уже был до нее. И выходит, даже второй, третий ничего не значит. Ватанабе настоящая жена, а сама Сакуразака всего-то подруга детства. Такая вот, да, логика. А все потому, что Сиори после случившегося несколько раз извинилась и еще раз извинилась. Так что все, отмена, романтики не будет или будет. Ну вот представьте, по счастливой случайности друзья встретились в магазине, потом пошли в гости к подруге. Она еще и стала из себя какие-то мемы, схемы строить, жену изображать. Короче говоря, все понятно, ничего не понятно. Герои ничего не понимают. Понятно. О, смотрите, радуга. Самое время сделать фотографию и посмотреть на старую летнюю жабу. Тут Горемычный понял, признания не будет. Он не разобрался в собственном себе, пора оперативно уйти домой. Причем так удачно совпало, Акари зовет на свидание. Причем вне школы, вне учебы, вне физической практики. Что насчет самого свидания? Ну, оно случилось, свершилось, прошло. Поздравим. Но есть один нюанс перед тем, как разъехаться по домам. ГГшка вспомнила, нужно сходить в храм за оберегом. А тут вот так встреча, по пути образовалась подруга детства. Короче говоря, соперницы переглянулись так подозрительно. Все поняли и решили, бегут на перегонки. Первой не прибежало никто, пришлось загадывать желание втроем. А еще, представляете, у героев супружеской практики случилось 3-е место в рейтинге. Что об этом думать? Думайте сами, решайте сами. А чтобы лучше думать, можете посмотреть другие комментики и ромедии на рутубе. Я старался, разбирался, ссылка где? В описании. Пока.